Тысяча чертей! Пиратская бухта вышла в релиз, друзья. И мы, конечно же, незамедлительно начнем это прохождение. Как я и ожидал, сохранения, которые у меня были в демо, естественно, здесь не открываются, поэтому мы с вами начнем сюжетный режим заново. Но тем интереснее. Ведь в демо-режиме я допустил серьезнейшую ошибку. Вроде вначале все начиналось хорошо, но когда встал вопрос изготовления пороха, нужно было собирать гуано, были месторождения гуано, но лагерь, который я организовал вторым, я расположил в неудачном месте, и он не дотягивался буквально несколько метров до любого из ближайших, а их там было несколько, до любого из месторождений этого самого несчастного гуано. Казалось бы, ресурс, который совершенно непримечательный, оказался жизненно важным, и мне точно пришлось бы строить третий лагерь. Чего я бы не хотел делать на самом деле, потому что, ну а зачем? Можно ведь как-то интереснее расположить второй. Что ж, попробуем в этом сюжетном режиме сегодня в релизе не допустить таких ошибок, по крайней мере на старте, потому что нас ожидает дальше по сюжету, я не знаю. Ну и вместе с вами отправляемся в путь. Времена изменились. Конец эпохи пиратов уже близко. Власть короны крепнет. Охотники на пиратов бороздят 7 морей, жестокие и беспощадные, как эта испанская ищейка Амара. Мне и в страшном сне не снилось, что я окажусь на ее бреге. Эта чертовка умна, надо отдать ей должное. Она допустила лишь одну ошибку. Закрыла меня вместе с командой лихих пиратов. Еще не все потеряно. Благо, мне удалось пронести с собой это. Тревога! Пленники на свободе! Остановите их! Убейте всех до единого! Плывите, паршивцы! Спасайте свои шкуры! Когда-то мы были грозными пиратами, а теперь полюбуйтесь на нас. Мы потерялись, чуть не утонули и не ели много дней. Но мы все еще дышим, а это, братцы, самое главное. Потому что вместе, и только вместе, мы сможем повернуть ход истории в нашу пользу. Вы хотите пройти обучение? О, да, давайте для тех, кто не смотрел. Итак, перемещаемся по горизонтали, по вертикали, туда-сюда, поворот, QE. Изменить масштаб, все ясненько. Переместите камеру к обломкам корабля. Так, друзья, смотрите. Ну вот первое задание условное. Полюбуйтесь на эту голую скалу, ребята. Теперь это наш новый дом. Возможно, надолго. Итак, для тех, кто не смотрел демку, сейчас на экране высветится подсказка. Можете там ознакомиться. Но вообще, на самом деле, здесь мы с вами тоже пройдем все это. Итак, что ж, вернемся к основам. Если на земле места не хватит, будем строить на стенах. Да. Рамбуйон, он же у нас трактирщик, рассказывает нам базовые механики игры. Здесь действительно можно строиться на стенах, но тем не менее есть базовый лагерь, и с ним нужно будет эти постройки соединять такими специальными переходами, лестницами. А вот Канья нам рассказывает, похоже, нас не первых сюда занесло, может среди этих обломков и золотишко найдется. Мы с командой там уже все прочесали, все, что могло оказаться полезным, сложено на берегу. Так, мы нашли обломки корабля, полные строительных ресурсов и заброшенную строительную площадку. Подходящее место для лагеря. Пиратские лагеря – это ключевые районы вашего острова, обеспечивающие работу всех построек. Да, короче, очень важно выбрать правильное место для пиратского лагеря. Дело в том, что я в демке, естественно, игра по обучению предлагала здесь снести, тут же на этом месте выставить лагерь, все это было классно, но хотелось бы мне здесь чуточку изменить ход действий. Можно было бы, например, построиться вот здесь
именно лагерь поставить на возвышении, чтобы был офигительнейший обзор на весь архипелаг. Вот, а плюс здесь есть у нас месторождение, его можно будет здесь также добывать, сразу сюда таскать, оно неподалеку. Или, ну, да, относительно недалеко. И если лагерь своей зоны влияния сможет сюда дотянуться, то значит эти ресурсы будут нам доступны. Мы сюда ставим шахты, тащим все это, соединяем переходами, лестницами и тащим это все на склады. Здесь также есть у нас яйца, что наверняка нам потребуется в будущем, по крайней мере, первый, наверное, часа полтора игры. Игра нас как бы не заставляла собирать здесь еду именно вот из таких источников. Там нужно было внутри лагеря все это делать. Вот, но здесь, смотрите, есть волокно. В общем, короче, как будто бы встать здесь неплохая идея, но не факт, что сюда дотянется. Вроде, в общем, короче, когда я буду ставить здесь лагерь, пытаться наверху, если игра это позволит сделать, то надо будет внимательно. Здесь вот это самое гуано, но это очень далеко, поэтому никак не получится сюда добраться. Здесь есть камень, посмотрите. Тут есть пресная вода, прекрасно. Она тоже нам наверняка потребуется. В общем, надо будет смотреть зону влияния, там такая шкала. И если получится дотянуться до этих вещей, то и хорошо. В общем, возведение постройки начинается с строительной площадки. Такой значок указывает, что эта строительная площадка не связана переходом с необходимыми строительными ресурсами. Соедините обломки корабля со строительной площадкой с помощью перехода. И после добавления перехода постройка переходит в статус «Ведется строительство». Если вы не хотите долго ждать, измените скорость игры. Так, ну в общем как-то вот так. Сейчас мы с вами здесь найдем наш лагерь. Где он? Так. Вот какой-то один еще корабль. Вот наша стартовая локация. Так, ну и, соответственно, логово сабельщиков у нас здесь как-то так называется. Давайте, значит, сделаем переход. Чик-чик. Все, ну как бы вот такая тропа, и теперь мы, значит, соответственно, можем это дело все строить. Слишком близко, но это мы можем здесь вот эти самые лестницы здесь назначать. В общем, короче, строители уже побежали, ресурсы занесли и начинают строительство. Если мне память не изменяет, это, конечно же, наш первый лагерь, который нам, получается, без вариантов не оставили выбора его расположения поменять. Ну что ж, хорошо, первый будет здесь, соответственно, второй будем уже смотреть, где наиболее выгодно можно будет это все дело располагать. Так, вот, строительство идет достаточно быстро. Всего два строителя здесь работают, но здесь еще нужно будет следить при работе за необходимым количеством ресурсов. То есть они сначала должны эти доски донести со склада, либо там еще из каких-то там лесопилок и так далее. Вот, а далее уже начинать строительство. Чёртова Амара, по крайней мере, мы отправили эту девку на корм рыбам. Сам капитан Черная Борода здесь у нас. Капитан так просто не убьешь, мы с ней увидимся, попомните мои слова. Так, ну да, в общем, короче, задание построить пиратский лагерь завершено. Выбрали пиратский лагерь. Построить палатку в количестве 3 штук, для того, чтобы нашим матросам было где жить. Потому что пока люди вот у нас стоят на берегу. Если мы не будем удовлетворять их нужды, процент лояльности, так сказать, населения стремительно падать будет, и в конце концов случится бунт. Ну, не то чтобы здесь все снесут, разнесут, и мы проиграли, просто они начнут между собой драться, начнется всякая катавасия, и, короче, ну, производительность всех наших построек, она, скажем так, снижается, потому что, ну, хаос в поселении, ну, куда? Вот, соответственно, нам нужно сейчас быстренько разместить жилье. Ну, я размещу вот здесь вот так вот, чик, чик и чик. 3 построечки, для начала нам этого хватит. И, соответственно, наши замечательные строители уже понесли ресурсы. Все, ну и строительство понеслось. Так, графику немного потянули, по крайней мере в демке я не видел вот этих вот летающих попугаев. Вот, некоторые рыбы вообще висели в воздухе. Надеюсь, разработчики это все будут постепенно фиксить, по крайней мере, пока выглядит все неплохо.
Так, задание завершено, 3 палатки мы построили. Хижина дровосека, теперь нам нужно выполнить задание. Этой кучки обломков надолго не хватит, нужно сделать еще больше досок. Да. Нам хватит досок, чтобы построить корабль, скоро мы сможем уплыть из этой дыры. Глупо будет упускать такой шанс, Хонората. Это лишь первый шаг. В общем, короче, Хонората, один из капитанов, хочет отсюда свалить с этого острова, но наш трактирщик, он же выполняющий обязанности Старпома, говорит о том, что не стоит торопиться, на этом острове может быть куча ресурсов полезных, и нам для выживания это будет необходимо. Так, что ж, жилье нам не нужно, нам нужно теперь хижина дровосека нужна. Так, хижину дровосека я оставил где-то здесь, вот видите, там, где доступно, подсвечивается фиолетовым, а там, где можно строить, превращается в уже непосредственно в зеленую зону. Так, дровосек у меня будет здесь стоять, наверняка, да. Так, но к нему нужно потянуть дорогу, потому что иначе мы не сможем доставить туда доски. Соответственно, берем переходы, тащим сюда. Например, вот так можно делать, да, прямо отсюда, чик, понесли сюда. Вот как-то сюда, например, и сюда, и сюда. Вот такая вот у нас интересная штука, я такой не делал в демке. Вот, но зигзагообразные переходы, мне нравится, как это выглядит. Это выглядит как-то по-пиратски, что ли, аутентично. Классно. Все. Разметили всю эту историю. Соедини хижину дровосека надо соединить с пиратским лагерем. То есть ему еще нужно сделать вот эту самую лестницу, что ли. Как это сделать мне? Я не понимаю. Так, вот отсюда переход. Что? Куда? Так, ну вроде я же сделал. Что здесь ему тропу? А как тропу сделать? Вот отсюда. Вот сюда. Что-то мешает. А вот здесь не мешает тебе? Эх, блин. Так, ну, значит, сейчас мы посмотрим механику снесения. Вот, бах, снесли. Отсюда переходы. Чик, сюда. Слишком далеко. Ну и как-то здесь, наверное, можно будет, да, разместиться. Все, переходы мы какой-то кривой косой мы сделали, но и, соответственно, вот это можно снести. И сюда уже бегут, несут. Необходимые ресурсы, все, стройка завершена. Ребята начали пилить, стругать, готовить нам полезные ископаемые. Так, ну чуть-чуть вид изменилось, но все равно выглядит все это симпатично, аутентично. Так, что ж, плодородные земли. При выборе хижины дровосека вы увидите все плодородные земли на вашем острове. Некоторыми постройками требуются плодородные земли для производства ресурсов. Разместите хижину дровосека в плодородных землях с помощью левой кнопки мыши и соединитесь с пиратским лагерем. Все, мы это уже закончили. Чтобы использовать крепкую древесину в качестве строительного ресурса, сперва ее нужно распилить на доски. Постройте лесопилку и соедините ее с хижиной дровосека. Так вы наладите свою первую производственную цепочку. На производственные постройки для переработки других материалов можно размещать где угодно. Эти сооружения должны находиться в зоне пиратского лагеря и иметь доступ к соответствующим ресурсам. В производственных постройках требуются два типа пиратов – носильщики и подручные. Так, все, ладно, окей, это мне понятно, значит, нам как бы надо сделать лесопилочку. А лесопилочку я сделать почему не могу? Непонятно, почему я не могу это сделать, потому что... Вот, новая постройка мне теперь доступна – лесопилка. Чтобы использовать крепкую древесину в качестве строительного ресурса, нужно ее распилить. Это мы уже прочитали. Вот, заходим сюда, выбираем лесопилка. Лесопилка может стоять у нас прямо здесь, что ли, да? Ну, вроде как бы, как-то так. Ну, допустим. Окей, пусть и стоит. Так, производственные постройки размещать где угодно в зоне пиратского лагеря. Все, сюда это несут. Не знаю насчет перехода. Вроде как они соединены, и сюда есть проход. Ну и удачно, хорошо. Да, строительство идет действительно быстро здесь, и вот эти люди что-то медленно прогуливаются, но, может быть, у них просто выбралась свободная минутка, потому что вот эти ребятки трудятся. Вообще здесь достаточно детализированно прорисованы все вот эти истории, чем они здесь занимаются, потому что они реально здесь все чем-то занимаются. Так.
Все, лесопилка готова. Выбрали. И задание завершено. Теперь мы можем настроить производственные цепочки, но нам необходим склад. Так, склад. Вот здесь он почему-то находится. Так, сообщество. Склады. Запас ресурсов обеспечат непрерывность производственных цепочек. Постройте склад, соедините его с пиратским лагерем. Так, ну склад как будто бы классно здесь может расположиться прям вот тут. Так, и чего, куда его соединить? Как мы его соединим? Пиратским лагерем. Так, что-то произошло, какой-то странный звук был. Запас ресурсов. Склад, соедините его. Для отправки ресурсов на хранение щелкните по кнопке плюс. Найдите постройку с нужным ресурсом, щелкните по его значку и назначьте носильщика. Обломки корабля опустили, занимают лишнее место. Давайте снесем их. Для этого нажмите кнопку сноса и уберите его. Если вы решите уничтожить причал, склад и другие важные постройки, на экране появится предупреждение. Так, хорошо. Значит, мы можем вот это вот снести, но как бы вроде как пока не сносится, что странно. Почему? Отсюда надо перетащить. Они должны сначала перенести. Вот они вроде как несут это все на склад. Сейчас перетащат. Я думаю, что тогда она опустеет действительно. И можно будет уже ее убрать. Хорошо, теперь разграбим обломки и уберем их, чтобы освободить место. Так, ну и да, давай разграбим. В чем проблема? Склад, чик, бах, сюда, тащим. Все вот это перенести. Так, носильщик пока один у меня. И это, наверное, не прикольно. Было бы лучше, если бы кто-то ему в помощь отправился. А у нас тем временем 24% лояльности. И сейчас вы узнаете тот самый момент бунта. Кто-то здесь стул несет или что это такое? Или может быть это какое-то у них устройство для переноски именно досок. Ну вот, все, здесь уже довольствие снижается, проблемы с ресурсами для содержания наступили. Так, вот, ребятки, сколько он заберет? Ну, забрал сразу 20, значит, одна ходка и вторая. Да, вдвоем они бы тогда это вынесли с одного раза. Что ж, подождем. Совершенно точно бунт здесь первый. Это такая механика обучения. Его невозможно, я думаю, избежать. Ну и как бы оно особо ни на что не влияет. Здесь также есть очки на сплоченности. 75 из 100. И их нужно набирать. Они набираются не так-то просто. Вот, тоже влияют на общий командный дух. Есть монеты. Есть вот непосредственно лояльность пиратских лагерей. И здесь наши бродяги, пираты и так далее. Есть и в игре также ветка обучения. Она, возможно, появится чуть позже, или я ее пока не вижу. Еще, короче, там можно знатно так прокачиваться и выбирать непосредственно линию развития. Так, вот он несется с пустым коробом своим. Сейчас будет загружать вторую партию. Ну а лояльность лагеря все. Конец. И вот теперь смотрите. В общем, они все разругались, начали драться. Все у них здесь уже плохо. Этот несет вилы. Я, говорит, тебе сейчас 2 удара, 8 дырок сделаю. Ну и сейчас мы будем этим заниматься. Тем временем этот паренек бежит спокойно, прям непосредственно через лагерь. Кто-то здесь жрет, кто-то здесь жарит свинью, которая тут же рядом свинья стоит, смотрит на это на все. В общем, ну, пиратская жизнь, что сказать, тартуга, не иначе. Так, и теперь, соответственно, мы можем снести. Да, все, место освободилось, задание завершено. И от показателя сплощенности зависит насколько дружны ваши пираты. В ходе событий и защиты острова вы получаете, теряете очки. Когда-то, да, не успел прочитать,
От показателя сплоченности зависит. Получаете, теряете очки. Если уровень сплоченности упадет до нуля, ваша община распадется и вы проиграете. В общем, короче, вот это действительно важно. То есть, как вы поняли, 0% это не такая большая проблема, а вот это действительно важно. Команда чем-то обеспокоена. Надо узнать, в чем дело. Так, как оказалось, среди матросов затесалась парочка солдат Амары. Они, как и мы, застряли на этой скале. Мы уже было собрались спороть им животы. Но тут бедолаги публично отреклись от короны и попросили взять их в пираты. Что нам с ними делать? Ну, смотрите. Если мы выпустим им кишки, мы в любом случае потеряем сплоченность, но в этом случае 20 очков, а в этом случае 30 очков. Но так у нас будет на 2 матроса больше, а здесь просто станет на 2 пиратов меньше. Так, ну, я думаю, что нам потребуется люди в команду. Пусть живут. Мы принимаем солдат в команду, поверив их слову. Многие матросы недовольны, они видят в них предателей. Так точно. Тяжелые времена требуют суровых мер. В хорошей команде все держатся друг за дружку. Если это единство будет утрачено, все пойдет наперекосяк, предупреждает нас Рамбуйон. В общем, да, значительно мы упали ниже половины, и за этим нужно будет следить. Так, у нас есть новая постройка. Вообще-то у меня в животе уже бурчит. Неужели на этой дикой скале нет сносной еды? Еды... Где эта чертова свинья? Я хочу жаркого. Эдвард Тич негодует. Короче, сносной еды пока здесь нет. По крайней мере, мы не можем до нее дотянуться и добыть ее. А вот жаркое здесь есть, поэтому мы строим костер. Так, нет, склад мне не нужен. Мне нужен костер. На костре мы будем готовить еду, которая нам сейчас действительно необходима. Постройка костра также помогает поднимать лояльность пиратов. Здесь проценты начнут расти. Не знаю насчет сплоченности, не помню это, но я думаю, что может быть и ее тоже. Так, вот уже несут доски со склада. Теперь придется вниз. То сначала он наверх тащил, то теперь вниз несет. Ну, в общем, такая вот суета происходит. Откуда бы он знал, что костер будет внизу? Так, в общем... Стройка пошла. Костер будет сейчас с минуты на минуту готов. И мы начнем готовить похлебку. Прокормить 30 пиратов не такая простая задача, но в целом нам посильная. Итак... Еще немножко осталось подождать. Все, костер готов. И нам нужно камбус построить. А камбус — это такая классная постройка. Вы сейчас убедитесь в этом сами. Это условно сказать, столовая. Да, вот так его можно построить на скале. При этом он никому не помешает. Будет круто. Можно, конечно, построить и здесь. Так, да, я думаю, внизу я его поставлю. Так, вот так. Он уже здесь дорогами соединен. Здесь еще сделалась такая дорожка. И я думаю, что достаточно быстро сейчас ресурсы сюда доставят. И начнется постройка. Так, ну а здесь уже вовсю двое салаг работают, готовят похлебки, и жизнь налаживается. Древесина идет в плюс, похлебки идут в плюс. В общем, все неплохо. Сейчас будет кампус, и я думаю, в ближайшее время начнет довольство восполняться. Да, нужды. У нас есть жилье. И нам... Так, требуется 30, поставляется жилье 6, идет строительство. Так, необходимый ресурс, не знаю, как будто бы нужен еще дом. Может такое быть? Ну, как бы об этом не говорят, но возможно, да. Построить костер есть, камбус сейчас будет готов. Уже с минуты на минуту.
Готово, задание завершено, и пираты могут выдержать многое, но даже самые матерые из них взбунтуются из-за отсутствия еды и крова. Как нам унять недовольство? Надо срочно что-то делать. Вы должны удовлетворить нужды пиратов. В противном случае довольство упадет до нуля. Пираты поднимут бунт, вам надо будет решить, как с ним справиться. В случае успеха порядок восстановится, однако неудача отрицательно скажется на сплоченности и усугубит ситуацию. Обеспечить рост довольства в течение 60 секунд. Я не понял. Так, подождите, секунду. Так, что нам надо? Нам нужны похлебки. И это у нас есть похлебки. Сюда тащим. Ну, вроде бы должно все сработать. Давайте-ка я на всякий случай построю дом. Я не знаю, нужно ли им это сейчас прям, но как будто бы нужно. Вот так сделаем. И еще, может быть, сюда. Так, окей. Погнали. Стройка началась автоматически. Так, ну бунт здесь, конечно же, мощный. Вот уже одна похлебочка заходит. 10 штук сразу занесли. Ну и должно теперь пойти на лад. Да, довольство растет. Все, хорошо. Бунта не случится, друзья. Даже не пытайтесь. Сейчас все будет готово. Так, здесь можно включить, по-моему, какой-то турборежим. Да, аврал. Погнали. И тогда еще два салаги сюда приходят, чтобы помогать. Так, ну похлебка прям знатно растет, хорошо. Значит, сейчас они все угомонятся уже. Так, жилье готово. Надеюсь, им этого хватит. 13 домов. Ну да, это я прям с запасом построил. Так, и похлебки вроде как окей. Задание завершено, обеспечили рост продовольствия. Мы быстро совсем разобрались, и пираты успокоились. За это стоит выпить, так точно. Самогонный аппарат нам теперь доступен. Ну, начало положено, но для настоящего пиратского логова нам не хватает очень важного заведения. Сокровищницы или шикарного борделя? Она про таверну безмозглый ты павлин. Да, Эдвард Тич, как всегда, главный хейтер. Таверна, значит, друзья, таверна у нас может быть прямо вот здесь на скале. Просто прекрасно она может здесь расположиться. Я думаю, что здесь мы ее и расположим. Почему бы нет? Да, проход к ней уже имеется, по крайней мере отсюда. И здесь мы еще можем ряд домов навесить. И я думаю, что это будет неплохая идея. Вообще классно. Я уже, когда обозревали демку, я говорил, что сама вот графика здесь такая вот она прикольная. Такой детализации мне очень заходит. Выглядит это очень симпатично. И благо дело, в отличие от той же самой City Tales, в которой мы с вами играли на канале, производительность здесь, ну, за несколько часов игры у меня, по крайней мере, не упала. Что радует, потому что там, к сожалению, все было очень печально в City Tales. Я понимаю, конечно, что у меня не самая мощная система, но все же не я один испытывал большие трудности, читал отзывы. Вот, а здесь как-то все получается симпатично пока что. Посмотрим, как оно пойдет. Вот, таверна почти готова. Так, это, по-моему, не таверна, а именно самогонный аппарат. Пивоварня, я бы ее назвал так, но они его назвали вот таким образом. Хорошо, да, и теперь у нас появилась таверна. Вот теперь-то мы ее и изготовим. Так, здесь она у нас находится, и можно ее прямо вот здесь вот рядом расположить. Вот таким вот образом классным. Кто-то прям под таверной живет. А здесь вот так вот все выглядит классно. И такая веревочная лестница. Вы только посмотрите. Шикарно.
Ну и хорошо. Да, это выглядит немножко не так, как я играл в демку, но... Тем интереснее. Каждое новое прохождение немного по-другому выглядит. Куча бочек. Я этого не видел, блин. Вообще, детализация мне здесь в этой игре очень нравится. Он реально, смотрите, что-то там рубит. Здесь какие-то паруса, тут ему кто-то помогает. Там наверняка внутри тоже что-то происходит. Ну, вроде бы и нет. Ладно, он тащит уже необходимые ресурсы. И строительство сейчас начнется. Да, все, пошло. Ну, я думаю, с этим мы справимся достаточно быстро. Не забудьте назначить в таверну носильщиков для доставки выпивки. Храните запасы ресурсов для удовлетворения пиратских нужд на складах, если не хотите столкнуться с их дефицитом. Так, с дефицитом. Вот это тащим сюда. Так, а доски мы не тащим? Мы же должны доски тащить, да? Вот, теперь и доски тащим, хорошо. Так, ну и вроде бы мы с этим делом справляемся. Сейчас таверна будет готова. Бах. Задание обновлено, пей до дна. Назначьте носильщика для выпивки. Так. Задание завершено. Ну, наконец-то мне есть где промочить жабры. Пирс на мелководье нам теперь предлагают построить. Дела пошли на лад, не хватает только причала, и можно будет строить корабли. Да, хорошо. Рамбуйон, нам нужен трактирщик. Уже бегу. Так, здесь вариант с постройкой пирса, вот он только в этом месте. Других вариантов, по крайней мере в этой бухте, нет. Да, он находится вот в таком вот немного странноватом месте, как по мне. И будет выглядеть вот так. Но, тем не менее, другого варианта нет. И да, его нужно тоже соединять с нашим лагерем. Давайте же это сделаем. Так, потому что иначе не смогут они его построить. Так, как я это делал, я только забыл. Вот отсюда я ставился, по-моему, сюда. И здесь вот так. Да. И в таком случае уже, конечно же, они смогут доставить ресурсы сюда. Сразу двое тащат, потому что здесь потребуется аж 30 досок. Соответственно, наверное, они по 15 или, по крайней мере, 20 и 10 тащат вдвоем, что хорошо, потому что не придется долго ждать. Так, пиво копится, похлебка копится постепенно, и даже доски производятся с запасом, если я все правильно понимаю. Ну и хорошо, тогда дела пока идут неплохо у нас в этой части острова. Так, но заранее я бы хотел посмотреть, где этот гуано. Вот есть здесь. Но в чем проблема? Если я хочу вообще... Тут рыба внезапно водится, да? Почему она здесь? Я вот не очень понимаю. Какие-то сети тут уже лежат. Так, и пресная вода появилась. И пресной воды, кстати, в демке я не помню, чтобы она вот здесь вот так отсвечивала. Ну, возможно, это уже какие-то нововведения. Так, в общем, возвращаясь к этому гуану. У нас есть вот здесь... надо признать, это место уже начинает походить на уютную гавань. Так, задание выполнено, морские ворота, и вражеский корабль приближается и собирается напасть. Амара, как, черт возьми, она попала сюда. Да, в общем, короче, есть здесь таймер, через 20 секунд у нас придет первая волна. Ее корабль едва держится на плаву. Но у нее все еще есть пушки, а у нас нет. Нам нужна оружейная башня или корабль получше, без них нам даже не стоит высовываться. Да, оружейная башня нам здесь действительно нужна. Так, она нам в любом случае здесь наваляет. Оружейной башни у нас нет. Да, это материалы, это еда, это напитки, жилье. Да, увы, но первая волна нам здесь накидывает. Буквально через 9 секунд. Ожидаем. Без разрушений не обойдется.
Это часть обучения. Вот корабль уже вошел в нашу бухту. Our haven is taking fire. Everyone, to the Эй, tavern! все в таверну! Так, досталось всем, и костру, и лесопилке, и даже столовой. Думали, свить себе гнездышко на этой скале? Не выйдет. A blasted Опять witch. эта чертова девка, убейте ее! Ну, в общем, она захватила нашего трактирщика. Мы его взяли! Назад на корабль! Вражеский корабль обстрелял наш остров, мы лишились множества людей и построек. В общем, 2 человек мы потеряли. 10 очков сплоченности забрали у нас. И Амара улепетывает. Так, в общем, у нас разрушенные постройки есть, смотрите. Такого в демке я не помню. Так, как мы теперь это будем чинить? Ремонт. 12 досок нам потребуется. Это все мы должны отремонтировать. Так, здесь вроде бы не зацепило. Да, хорошо. Так, и значит, враг разрушил часть наших построек. Рядом с ними вы увидите отметку огня. Щелкните по поврежденной постройке, начать ремонт. Для этого вам потребуются строительные ресурсы. Так, 3 здания мы сейчас. Значит, мы его отремонтируем, эти здания. И вот это мне странно. Рост недовольства в течение 60 секунд. Мы должны обеспечить. А в чем дело? Ну костер не производит похлебку, да? Сейчас произведет. Все, строительство, ремонт начался. Так, и давайте, ребята, ускоримся. Удовольствие вроде бы... нет, не растет, 72, снижается. Но сейчас будет все хорошо, не переживайте. Вот, все, пошла похлебочка производиться. Идем, серьезный плюс. Ну и, соответственно, я надеюсь, что сейчас довольство начнется увеличиваться, как только первая похлебочка зайдет в нашу таверну. Да, все 3 постройки отремонтированы. Похлебка производится, все прекрасно. И... Ну, давай. Нет, пока уменьшается. Почему? Ну, потому что вот у нас не назначено, да? Отсюда мы несем. Давай, тащи. А здесь производим. В 2 раза больше. Все, пошло в рост. Все, отлично, хорошо. Из этого кризиса мы, по крайней мере, вышли победителями. Так, ну и возвращаясь к сторожевой башне, пока этой постройки у меня нет. Вопрос, как у меня это появится? Возможно, я еще чего-то не доделал. Так, здесь все идет хорошо. На складе ожидает в пункте снабжения, не хватает ресурсов, состояние носильщика. Так, а чего? Досок нам не хватает. А чего нам не хватает досок? А здесь что? Почему? Ну, как будто бы должно хватать, но это, видимо, из-за стройки. Вот, понес. Да, ну и все, значок пропал. Соответственно, давайте посмотрим. Начать строительство корабля не могу. Так, вот задание. Оба завершены, наконец-то. Ликвидация последствий. Треклятая девка забрала нашего трактирщика в погоню.
Да у нас корабля нет. На чем? Так, давайте построим его. Сколько можно ждать? Так, и вот у нас появился новый корабль «Сухопутная крыса», однако вот здесь мы его можем начать строить. Пока он единственный из доступных, но далее будут вот такие классные корабли, большие, мощные, с пушками. А пока вот эта шхуна капитана Джека Воробья. Да. Что ж, 15 досок из 125, которые у нас есть на складах, мы потратим на изготовление, постройку этого корабля, и экипаж из 15 юнг будет населять его. Так, хорошо. Вот началась постройка. Так, что ж, пока идет постройка, нужно разобраться дальше по поводу вот рыбы. Не было этого. Рыбацкая хижина. Этого не было в демке. Здесь ракушки тоже, я этого не помню в демке. В общем, здесь и волокно еще появилось. Да, этого тоже не было. Есть запас пресной воды. В общем, да, серьезно, тут поменяли баланс ресурсов. Тем интереснее. Здесь есть просто птицы. И для этого потребуется птицелов. Угу. Так, есть еще обломки корабля, но с ними пока взаимодействовать не могу. Возможно, это будет какая-то далее сюжетная история. Так, тут снова волокно. И свинцовая руда. Так, ну и гуано опять здесь присутствует, но наш лагерь, если вот так его выбрать, видите, не дотягивается своей зоной влияния сюда. Вот здесь классный получился череп, вы только посмотрите. Издалека даже было незаметно. Окей, задание завершено, корабль построен. Ну разве не красавица? Красавица? Это же дырявая лохань. Ну и кто будет славным пиратом, капитаном этой дырявой лохани? Видимо, кто-то из нас, больше же некому. Так, без экипажа, без капитана экипажа ваш корабль далеко не уплывет. Сперва нужно назначить капитана на причале. Будьте внимательны, личность капитана влияет на параметры корабля и открывает особые действия во время событий. Так, ну в общем, у нас из всех возможных кандидатов радовался, да... Так, улучши корабль, подожди, как мне капитана назначить? Так, из всех возможных кандидатов радовалась только Хонората. Ну и традиционно, так же как и в демо, я назначаю капитаном ее. Так, хорошо, капитан у нас есть, нам нужно выбрать лесопилку. Так, и что мы с ней сделаем? Назначенных пиратов можно освободить, приостановить работу производственных построек. Так, окей, хорошо, чего нам приостанавливать? Зачем? Хорошо. Чтобы укомплектовать корабль, нужно превратить бродяг в экипаж. Каждый член экипажа потребует заплатить ему вперед и будет постоянно расходовать ресурсы. Пока вам доступны лишь юнги, их можно назначить на любой корабль, но они не повысят его параметры. Со временем вы откроете более опытные экипажи, на содержание которых требуются другие ресурсы. С этими бывалыми моряками на борту ваш корабль станет еще мощнее. Так, хорошо. Так, в общем, вот наш корабль, управление экипажем. Назначаем 15 юнг. Их всего 10. Ну, 10 так 10. Все. Все на местах. Мы готовы. Амара не могла уйти далеко. Надо только понять, где мы. Так, управление. Нажмите М, чтобы открыть карту Семи морей. Вот мы в точке обзора. Чик, в путь. Погнали. Ну и вот так классно она идет. И точка нашего путешествия, путевая, здесь виднеется. В событиях может участвовать любой ваш корабль с капитаном и экипажем на борту. Чтобы выбрать корабль, щелкните по портрету капитана над кораблем или в левом нижнем углу. Нажав кнопку «В путь», вы отправите последний выбранный корабль к месту события. Большинство событий — это сражение между кораблем игрока и его противником. В зависимости от типа события, соперником может быть корабль, порт, существо, погодные явления и не только. Событие считается пройденным, если вы успешно достигли всех целей. Ваш корабль достиг события Семи морей, поучаствуйте в нем, когда будете готовы. Так, хорошо. Я вроде бы готов. Пока что только единственное, я вижу здесь какую-то нехватку опять досок. Да, ну, потому что мы здесь остановили постройку. И я ее хочу возобновить. Но сделать я этого не могу, не хватает бродяг. Что ж, как мне сделать этих самых бродяг?
У нас есть носильщики, у нас есть салаги. И нам нужно немного бродяг. Пока не понимаю, пираты без постоянной работы могут быть наняты в качестве строителей и помощников при возведении новых сооружений. Пока у нас их 0. Угу. Ладно. Ну, значит, мы пока остались временно без ресурсов. Без досок. Так. И вот мы переходим к этому заданию. Битва с короной. Событие началось. Для победы выполните цель. Резерв кубиков на текущем ходу. Показатели прочности экипажа. Если один из них упадет до 0, вы проиграете. Так. Действие вашего соперника на текущем ходу, оно осуществляется одновременно с вашим. Так, ну и в общем, здесь мы можем выбирать. Нанести прицельный огонь. Каждый ход в журнал боя вносится записи о целях, действиях и их результатах. Так, я не очень понимаю, попали мы, но вроде прочность мы у него потратили, прицельный огонь. Так, боевые действия. Так, меньше ртов, больше сокровищ. Так, снизьте прочность корабля до 0. Так, кто подсвечивает? Вот этот, по-моему. Отчаянный обстрел. Битва с короной. Событие пройдено. Значит, мы потеряли 10 человек, не знаю, может быть, на припасы. Получили сплоченность, монеты, припасы какие-то, порох. Так, и получили ачивку «Приключения под парусом», пройти первое событие в 7 морях. Щелкните для отправки корабля к причалу. Так, возвращаемся домой. Да. Какое милое захолустье. Любопытно, есть ли здесь золото? Да какая разница, нам надо догнать эту испанскую девку. На ее корабль сильно потрепан. В заливе Барбос есть гавань, и она наверняка отправилась туда. Так, но тем не менее мы не отправляемся сломя голову, мы возвращаемся сейчас на причал. Посмотрим, в каком состоянии наш корабль, починимся, и тогда уже сможем отправиться в погоню за Амарой. К берегам нашего острова прибило обломки, за которые из последних сил цеплялись измученные пираты. Их корабль атаковали охотники, которые плавают под испанским флагом. Нет сомнений, в этом замешана Амара. Принимаем 15 человек. Этим людям тоже нужно укрытие, нужно обеспечить их всем необходимым. Да, ну всем необходимым это у нас еда, питье и жилье. Ну, как будто бы с жильем у меня проблем быть не должно. Требуется в пиратском лагере. Мы идем в плюс. А вот с пивом у нас есть проблемка, да. Так, ремонт и припасы. Наш корабль возвращается из плавания по 7 морям, его экипаж выгружает туда свою добычу. Носильщики могут доставить ресурсы из хранилища на склады или в производственные постройки. Так, во время событий корабли часто получают повреждения. Обычно ремонт корабля производится на его причале и требует строительных ресурсов. Чтобы починить корабль, щелкните по кнопке ремонта, когда судно находится на причале. Постепенно вы будете открывать новые корабли с улучшенными боевыми параметрами. Вы можете улучшить корабль на причале, к которому он приписан. Также вы можете разобрать корабль и вернуть строительные ресурсы, но перед этим придется уволить весь экипаж. Да, и его можно даже разбирать. Так, Ханарата возвращается, добыча 3 очка сплоченности, порох, монеты и ремонт 8 досок нам потребуется. Так, давайте его отремонтируем. Сейчас нам принесут сюда ресурсы, по крайней мере должны они. Да, вроде бы вот бежит персонаж. Да, должен он нам помочь в этом деле, починить наш корабль.
Можно будет даже немножко ускорить. Так, пиво пошло в рост. Это хорошо. Так, ну и вообще, вроде бы мы на 100% готовы. Задание завершено. У каждого, у новоприбывших нет ничего, кроме надежды. Как нам поступить? Так, а чё, как нам поступить? Моряки, негодяи, предатели короны, кто только не пристает к нашим берегам. Где-то новоприбывших принимают с распростертыми объятиями, а где-то относятся к ним с подозрением. Как нам поступить? Ну, в общем, смотрите. Если мы возьмем 25 человек, у нас сильно проседает еда. У нас тратятся очки сплоченности. Либо возьмем только крепких, заберем у них ценные вещи. В общем, короче, тогда у нас будет много золота. Очки сплоченности мы теряем в любом случае, но... И либо мы всех прогоним тогда без изменений. Я не знаю, но я думаю, что нам требуются люди сейчас, поэтому давайте-ка возьмем всех, не только крепких, но и дохлых. Новые бродяги, нам придется преодолеть недоверие, зато мы станем сильнее, пусть все остаются. Так, но очки сплоченности у нас уже на критически низком уровне, поэтому следующее решение я буду принимать уже исходя из этих параметров. Что ж, тогда давайте смотреть. Довольство пошло вниз, потому что нам теперь действительно не хватает жестко, не хватает нам домов. Поэтому с домами сейчас мы с вами начнем ситуацию решать. Жилье будем строить. Многоэтажные, высотные постройки. Везде, где это возможно. Я не знаю, я куда-то кликаю. Вроде игра позволяет, но я и ставлю. Ну, в общем, тут муравейник какой-то получился, но и я так и хотел, как будто бы, да? Вполне себе. Надеюсь, древесины мне хватит, по крайней мере, на эту застройку мощную, масштабную. Я думаю, что придется выкусить половину острова. Но смотрите, как это классно. Они все побежали, что-то кто-то, все заняты. Ну, вот что я вам хотел показать, друзья. Если, опять же, не смотрели демку, то это очень смешно. Что он делает с этой свиньей? Я вообще не понимаю. Эти вообще вместе сдружились, уже сидят. В общем, тут у них весело, классно. Ну и смотрите, как мы ЖК отстроили. Нам бы любой самолет и пик позавидовали бы. Чем-то это все походит на Сингапур. Так, ну и что мне еще потребуется? Пока мне вроде бы все окей, довольство пошло в рост, жилья хватает, запас домов большой. Показать знамя с названием, переименовать пиратский лагерь, не хочу ничего переименовывать. Хочу получить оружейную башню, чтобы отбивать нападение Амары. Потому что жилья у нас здесь много, людей нужно защищать. Так, в любом случае, корабль у нас готов. Размер экипажа. Можно еще нанять людей. Да. Вот. Теперь у нас 15 человек здесь. Хорошо. Можем ли мы улучшить? Нет, пока ничего не открыто. Потому что мы, я думаю, дальше уже должны будем прокачивать ветки развития. Пока так. И нам нужно отправиться в море. И найти этот самый залив Барбос. Давайте найдем его. Посмотрим, где он есть. По-моему, это было здесь. Да, точно. Справляемся. Амара держит Рамбуйона в плену, пора его вызволить. Проклятие! Похоже, это самый медленный корабль в мире. Мы быстрее доберемся до залива Барбос вплавь. Ну, не знаю, Эдвард, не знаю. Конечно, это не месть королевы Анны, но... все-таки идем на полных парусах.
Вот там вдали, смотрите, какая-то тоже постройка, целый город. Не знаю, покажет мне его или нет. Смотри, здесь реально город, целый форт. Да, издалека видно, но вблизи нет. Да, красиво. И маяк даже есть. Прикольно. Так, здесь отмель. Еще какие-то острова. Тут тоже есть что? Ну, здесь какой-то очень старый форт. Заброшенные какие-то храмы, я не знаю, что это такое. Индийские поселения. Интересно, этого не было. По крайней мере, я не обращал на это внимания в демо. Ну и там тоже, смотрите, какой. Достаточно большой здесь мир. Ну а мы тем временем на полпути. Время прибытия — минута. Итак, мы прибыли в порт Барбоса. Вы следовали за нами? Впрочем, это уже не важно. Пришли за трактирщиком, у нас для вас только пули. Так, но нас это не пугает вообще нисколько. Так, кто не рискует, тот не пьет ром. Ну давайте. Внезапная удача, безопасное расстояние. В укрытие. Бабах. Игрок теряет 2 очка чего-то там. Так, ну и внезапная удача. Шарах. Получает еще 2 на следующем ходу. Игрок получает. Так, ну в общем нам не повезло, судя по всему. Амара, пираты просто так не сдаются. Отпусти меня, пока они не разнесли в щепки весь порт. Так, и вот здесь можно взять плотный огонь. Так, всего 2 очка мы получаем. Еще 3. Победа, друзья. Хватит, мы сдаемся, прекратите огонь и забирайте своего треклятого трактирщика. Мы потеряли 4 людей, получили 13 очков сплоченности, 110 золотых монет и какое-то количество припасов, награды в трюме, 35 каменных блоков. Что ж, задание сухопутная крыса завершено. Что ж, наслаждайтесь своей маленькой победой, это еще не конец, помните мое слово. Какая она злобная. Что ж, вижу, что я не зря вам доверился, спасибо, что вытащили меня. Так, что ж, мы вытащили трактирщика из темницы, это наша первая победа над короной, но Амара поклялась отомстить. И еще одну ачивку мы получили снова за стойкой, трактирщик возвращается домой. Пора возвращаться домой, ремонт флагмана Амары вот-вот закончится, и тогда она придет по наши головы. Так, отправляем корабль к причалу. Как-то нам это сделать? Вот. Так, ну и вроде бы все, это единственное, что сейчас нам доступно, поэтому ускоримся. А зачем вообще эта испанская девка тебя похитила? Наверное, думает, что некий трактирщик опаснее вас вместе взятых. Ты про себя? Ты же только наливаешь выпивку, да и протираешь стойку. Но это же я вас здесь собрал, не так ли? Что-то он нам не договаривает в любом случае. Есть в нем что-то, что нужно Амаре. Так, корабль возвращается в родную гавань. Конечно же, получил значительные повреждения. Сейчас мы их осмотрим и приступим к починке. Так, Ханрата возвращается, награды в трюме. Да, все вот это к нам пришло. Стоимость ремонта
накормить, напоить и 6 Our досок. island has all we Нужно need. возвести защитные сооружения. На острове есть все необходимое за дело. Так, ну и наконец-то должно быть у нас здесь теперь доступно. Да. Оружейная башня, которая будет нас защищать. К сожалению, ближе ее не поставить. С моря доносятся крики. Это знакомцы с корабля Амары, уцелевшие после нашего рискованного побега. Цепляясь за обломки, бедолаги плывут в нашу сторону, надеясь присоединиться к нашей команде. Выловить 10 человек. Так, ну, благо дело без штрафа. Сплоченности. Так, уязвимое место атаки. Чик. Ставим башню одну. Еще бы поставить вторую, конечно же, было бы круто, но я здесь ее не могу поставить, потому что все. Вот еще одну сюда я могу воткнуть. И, кстати, да, это хорошее место. Пусть будет 2. Так, можно ли сюда кого-то притащить? Переходы. Ей требуется. И мы сделаем его. Я думаю, здесь. Вот так. Пока что так. А вообще, сюда еще можно будет кучу домов разместить, когда у нас станет больше смелых, отважных пиратов. Так, ну и пока вроде бы все идет неплохо. Так, что со второй башней? Могут ли до нее донести ресурсы? Походу, что нет. Тогда мы ее соединяем вот так. Да, и это вроде бы выглядит симпатично. Так, понесли каменные блоки. Для постройки требуется 50 здесь, 50 здесь. И не факт, что их, кстати, нам хватит. Так, ну-ка посмотрим. Боюсь, что да. Разметить мы 2 башни разметили, но построить смогут, возможно, только одну. Да, еще не хватает 15. Так, не знаю. Со временем корона начнет посылать вашим берегам корабли, их цели будут места атаки в вашем острове. Выберите пиратский лагерь, чтобы видеть его места атаки, возводите пушечные башни, чтобы защитить места атаки, не дать кораблям короны разрушить ваши постройки. Пушечные башни нужно размещать так, чтобы места атаки находились в зоне их досягаемости и прямой видимости. Незащищенное место атаки будет отмечено таким значком. Так, да. Но это вроде должна достать. Только мне непонятно, что с каменными блоками. Пушечная башня будет бездействовать, пока на ее складе не накопится достаточное количество боеприпасов. Чтобы башни производили боеприпасы, их нужно снабжать порохом. Когда пушечная башня начнет действовать, ее место атаки станет зеленым и получит статус защищенного. Если к вашему острову направляется корабль короны, рядом с выбранным местом атаки появляется значок. Степень угрозы зависит от уровня вражеского корабля и его запаса прочности. Сперва ваши башни нанесут урон прочности судна противника. Если корабль не утонет, он откроет огонь по башне и уничтожит ее. Если место атаки не защищено, корабль короны начнет обстреливать ваш остров. Во время обстрела все постройки атакованного пиратского корабля перейдут в состояние кризиса, производственные остановятся, многие пираты погибнут, а уровень довольства упадет. Кризис закончится, когда корабль короны завершит нападение и будет уничтожен или будет уничтожен пушечной башней. Хорошо. Изготовить каменные блоки. Как я могу? А ведь я могу. Че сижу, жду-то? Нам нужен карьер и каменщик. Так, окей. Карьер и каменщик. Давайте найдем сначала камни. Вот они. И нам нужен карьер. Что ж. Карьер ставится прямо сюда. А каменщик ставится прямо сюда. Друг под другом они будут жить. И хорошо, но их нужно соединить, да?
И вот так мы их соединим. Я думаю, что вполне себе будет неплохо. Так, что ж, каменщики уже работают, блоки производят. Здесь производят каменные блоки, да, все. Пошла жара. Everything's ready. Все готово, можно строить первую пушечную башню. Да мы уже две построим. Так, сейчас нам принесут, вот уже пошли носильщики. Сейчас нам принесут 15 недостающих блоков. И все у нас будет красота. Так, ну еще, ребят, ну 12, ну давайте. Короче, вот эта штука нас немножко отвлекает. Так, малая пушечная башня, атака 1. Ну и здесь то же самое. Давай, давай, давай. 12 штук мне еще нужно. Путь от склада не близкий, конечно, согласен. Но так уж, вот оно вот как-то вот оно вот есть. Так, каменные блоки сюда будем тащить. Так, все, первая готова. Но почему-то прибрежная область не защищена. Возможно, потому что не хватает пороха. Так, а где же нам притаранить порох сюда? Так, не пойму. Вот есть груды добычи. Порох. А как его выгрузить? На склад? Вроде нет. Так, пока не пойму. Нужно мне сюда. Ну, вроде переход есть. Чё ты ругаешься? Вот забрали, все. Первая партия пошла. А то уж я думал, что-то не то. Объявите аврал у каменщика. Так, аврал. Думаете, эта жалкая башня способна остановить Амару? Let's give it a try. Ну, попытка не пытка, что скажете? Думаю, да, выбрали. Так, пушечная башня будет бездействовать, пока на ее складе не накопится достаточное количество боеприпасов. Так, ну вот она ядра производит. Дальше мы это читали. Это мы читали. Так, аврал определили. И дождитесь производства боеприпасов. Сейчас дождемся. Так, давайте-ка ее на паузу пока поставим. Одну, потому что боюсь, что нам пороха может просто не хватить на две башни сразу. Так. Так, ну да, процесс здесь не быстрый, конечно, с ней получается. Странно, что бегает с порохом только один человек. Хотя вроде бы ресурсов, ну, запас людей у нас значительный, можно было бы
это все организовать. Так, все. Это защищено. Отлично, когда Амара нападет в следующий раз, мы будем готовы. Готовьтесь, пираты, скоро на вас обрушится гнев короны. Так, ну в общем, она уже тут же нарывается. Вот, корабль заходит в бухту. Сейчас мы ей по самой помидоры напихаем эти новые ядра. Ну давай. Наш дом под обстрелом. Так, ну что, стреляем? Да, вроде да. Куда-то оно палит в какую-то сторону, я не знаю, просто анимация. Так, тут у нас что? Они наступают! Покинуть судно! Так, ну в общем, корабль мы ее потопили. Остров надежно защищен, вражеский корабль уничтожен, отличная работа. 5 очков сплоченности мы получаем. Покойся с миром, паршивка. Так, ну что ж, победа, друзья. Никаких следов Амары среди обломков. Видимо, ей удалось сбежать. Проклятие! Как эта мерзавка, наконец, когда она сдохнет? Говорила я вам, капитана так просто не убьешь. В следующий раз мы будем готовы. Давайте строить укрепления. Покажем, на что способна эта команда. Итак, нам нужен еще один пиратский лагерь и собиратель гуана, и пороховой завод, и углежок. В общем, короче, если мы эти 4 постройки сделаем, то мы уже будем фактически как неприступная крепость. Однако, эта драная гуану мне заруинило фактически прохождение демо, потому что, ну, я уткнулся просто в проблему. Нужен был 3-й лагерь, потому что я вам сейчас покажу все. Смотрите. Я 2-й лагерь решил разместить вот здесь. Мне показалось это прикольное место, тем более, что здесь есть ячейка причала. Вроде место под сам лагерь. Тут я планировал разместить ЖК. Тут вот у нас пресная вода появилась, которой не было. Яйца появились. Я думаю, но яйца мне будут нужны. Вот тут железная руда. Думаю, все классно. Здесь есть птицы. По-любому. Ну и, короче, взял, воткнул сюда лагерь. А проблема в том, что здесь есть гуану. Смотрите, сейчас мы его найдем. Я вам сейчас все покажу. Где-то оно было, по-моему. Известь не то. Рыба есть. Как бы, где же оно было-то? В общем, я его видел. Так, здесь свинцовая руда. Здесь опять известь. Видеть я его видел на карте. Причем вроде как относительно неподалеку оно у меня было, да. Но проблема в том, что лагерь из-за вот этих вот скал, его зона влияния ограничилась вот этим маленьким пятачком. В общем, короче, я мог собрать все что угодно, но не гуану. И получилось так, что я слил на это большое количество ресурсов. Вот, гуана. Но сюда мой лагерь новый не доставал. Ну, в общем, короче, я потратил кучу ресурсов, а необходимый ингредиент для изготовления пороха и, соответственно, продвижения по увеличению ресурсов боеприпасов, я вдруг застопорился. Мне потребовалось бы делать 3-й лагерь. Вот здесь мне сейчас нужно будет очень грамотно разместить 2-й лагерь, чтобы этот ресурс, гуану, был у меня в доступе, потому что пока свинцовую руду мне добывать вроде как не предлагают, там извести и так далее, и птиц ловить, и рыбу ловить мне пока еще не предлагают, вот даже жемчуг появился. А вот гуана мне предлагают. Черепахи тут есть вообще, кошмар какой-то. Так, и действительно это реально очень важно. И еще важно то, что у меня похлебка нахрен заканчивается. Всего 34 у меня похлебки. Аврал включен, тем не менее, да? Да. И нам не хватает, а это означает, мы срочно делаем 2-й костер. Так, что по еде? Еда, костер. Делаем 2-й. Потому что это уже пахнет кризисом. Так, довольство пошло расти. Хорошо.
Так, у нас проблема с досками. Лесопилка не успевает. Так, в общем-то, да, возвращаясь к нашим гуанам, здесь нужно посмотреть. Вот было бы круто, если бы игра мне подсвечивала. Постройте пиратский лагерь с залежами гуана поблизости. Да, вот этого не было, важного уточнения. Именно поэтому я его возвел там, где возвел. Так, здесь у нас птицы. Здесь у нас то самое гуану. Что ж, вроде как это один из вариантов, да, где можно поставить лагерь пиратский. И это будет неподалеку, мы это все соединим в единую сеть. И будет все хорошо. Запомнили, одна площадка здесь, около пресной воды, около залежей рыбы, волокно у нас здесь есть. В общем, место неплохое, ракушки. Здесь соль, здесь камень, здесь птицы. Тут еще наверняка что-то есть. В общем, неплохо. Да, давайте посмотрим альтернативный вариант. Здесь яйца, больше как будто бы тут есть известь. Есть птицы. Не знаю, для чего мне потребуется известь. Возможно, для тоже каких-то интересных, важных ресурсов. В том числе и для военных дел. Так, ну хорошо. Вот эта постройка, где я строил второй лагерь в демо-версии. Здесь есть гуану, да, но... Вот, оно вроде как бы, смотрите, рядом. Да, мой лагерь стоял тут, на этом пятачке. Но дотянуться сюда он не мог, потому что как только я его здесь ставлю, я получаю ограничение зоны влияния. Вот, сейчас мы это попробуем протестировать. Вот так вот камеру расположим. Ставим лагерь. Ну, точнее, не ставим, а размещаем. И вот, смотрите, он не дотягивается. Да, все. В общем, короче, это место плохое. Ставить его где-то здесь, ну, вроде классно, смотрите, мы ресурсы забираем здесь тоже достаточно большое количество. Но он уж очень далеко получается от всего остального. Здесь есть место, куда могут подойти корабли, нам навалять, но зато гуана здесь очень рядом, да, и тоже есть какие-то ресурсы, которые можно тут захватить. Здесь нет гуана. В общем, короче, в эту сторону я не хожу. Тут слишком далеко тоже. Мне кажется, что пока имеет смысл разместиться тут. Да, смотрите, здесь мы забираем вообще все. У нас здесь и волокно есть, и... Так, вот такого можно повернуть. Здесь и волокно, и железо, и там пресная вода в большом количестве, рыба, ракушки. Все, что хочешь. И при этом нас башня защищает. Здесь еще одна, которую мы обязательно прокачаем. И, ну, вроде как хорошее место. Давайте пока разместимся здесь. Ну, а дальше будем смотреть. Вот так. Что ж, пиратский лагерь построим сейчас мы. Только единственное, нужно будет сделать переход. Так, как нам сделать переход? Давайте, наверное, здесь где-то поставим его. Вот так и сюда. Сюда пойдет тропа. Да, и я думаю, что этого нам вполне хватит для того, чтобы эту постройку организовать. Потому что тогда мне приходилось в той игре, в демо, тянуть это вот так в обход по ущелью, сюда, 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 и вот на эту поляну выводить. Тоже вариант был неплохой, но, да, с ресурсами подкачала моя, как бы, идея, я это не смог реализовать. Ну, а здесь-то теперь нас ничто не остановит. Здесь гуана будет просто течь рекой, как бы это ни звучало. Так, что еще? Давайте посмотрим. Здесь мне будет доступно. Есть оружие. Собиратель гуана ставим сюда. Сразу же и изготовитель пороха.
Пороховой завод можем разместить как-то. Ну, как-то здесь, я не знаю, да. Возможно. Вот так. Разместим. Так, ну с этим как будто бы у меня все есть. Отсюда. Странно, но он игнорирует, да? Ну, вот такая тропа пойдет. Почему он не завел до сюда? Ну, наверное, потому что он на возвышенности, поэтому и не завел. Но если он соединен, то я уже, значит, и не против. Тут как-то так можно будет пройти. Ладно, с этим разберемся. Итак, здесь у нас готово все, но почему-то... ну не готово, он еще строится. Не хватает ресурсов, милорд. И здесь-то не хватает, да, окей. Соответственно, здесь тоже нужно будет склад строить. Ставить, наверное, имеет смысл сразу ставить лесопилку. Да, потому что... Зачем тащить из основного лагеря, если можно нарубить здесь? Ставим здесь и лесопилку размещаем словно сюда же. Так, откуда пойдет переход? Ну, тут наворотил, конечно, я, ничего не скажешь, но да, и ладно. Главное, чтобы сработало, да? Так, ну вроде ресурсы носят, значит, сюда они уже точно доходят. А раз они сюда доходят, значит, и здесь все у нас будет прекрасно. Что ж, сейчас пиратский лагерь будет построен, я надеюсь. В ближайшее время, нужно только время ускорить. Хорошо, что эта механика в игре есть. Так, ну, я надеюсь, кто-то занимается нашими вопросами. Алло. Ребята, очень скоро вам потребуются ресурсы, которые не добыть в первом пиратском лагере. Разбейте новый, чтобы расширить свои владения и развиваться дальше. Но помните, если вы не снабдите своих подопечных всем необходимым, они поднимут бунт. Ну, в общем, все то же самое. Используйте дороги и тропы, чтобы преодолевать большие расстояния. Вскоре станут доступны и более эффективные... Вот перематывает. Более эффективные способы переноски грузов, такие как натяжные тросы. Угу, да, это я помню. Так, ну и так, кто несет мне? Что-то несет мне вообще, я не понимаю. Что происходит? Почему это на паузе стоит? Потому что на паузе оно стояло, а я тут уперся просто в нехватку ресурсов. Скорее, быстрее, мне, ребята, нужно очень быстро нести. Все это несите сюда. Все, носильщики побежали. Да, нужно следить за этим, потому что вот буквально не доглядел, что постройка была перед нашим отплытием поставлена на паузу, и назад я ее не вернул. Сижу, жду, как дурак. Так, ну теперь я думаю, что дело пойдет. Вот еще несут необходимое количество древесины. Через Enter переключаем пиратские лагеря, но почему-то один раз работает, второй раз нет. С каждым следующим лагерем нам открывается все новые богатства этого острова. Так, но довольство нам пока не открывается, да? Что у нас не хватает? У нас не хватает пива. Почему у нас не хватает пива? Аврал работает, все у нас здесь. Ну-ка, включить. Пиво понеслось. Да, пива действительно не хватает. Нужно
вторую, как будто бы ставить пивоварню. Может быть, в этом действительно есть смысл, что... Так, и вот есть горная тропа. Хорошо, это все замечательно, но пока мне это не интересно. Вот здесь я могу ее поставить. И сразу же их обе соединить. Тогда я надеюсь, что пива будет хватать. Есть проблема с похлебкой. Давай-ка мы начнем работать на полную катушку. Так, и что ты мне хочешь сказать? У тебя нет перехода? Почему нет перехода у тебя? Вроде ты совсем соединен. Иначе бы ты мне не сделал похлебки в наличии 90 штук. Так, нам склад. Нехватка носильщиков на производстве. Так, у нас проблема с ресурсами людскими. Так, ну, в любом случае, пиратский лагерь готов. Довольствие его падает. Что нам не хватает? Похлебки не хватает, да? Окей. Хорошо, ну тогда, значит, делать нечего. Костер нам обязательно нужно будет сделать. Сделаем его где-то здесь. Еще один. Еще один. Проблема та же самая. Вот здесь отвесный такой. Сделаем костер. Будем там готовить похлебку, которая будет обеспечивать только этот лагерь. И сделаем... Что же мы можем сделать? Склад. Нам, конечно же, необходим. Где-то здесь. Вот так. Так, ускорение переноски. Пираты таскают ресурсы по дорогам и горным тропам быстрее, чем по лестницам и мостам. Используйте дороги и горные тропы, чтобы преодолеть большие расстояния. Вскоре станут доступны более эффективные постройки. Но это мы уже читали. Так, собиратель гуана мы построили. Порох мы будем готовить. Назначьте носильщика в малую пушечную башню, чтобы перенести порох. Ладно, сейчас мы с этим разберемся. Подождите, нам нужен склад. Нам нужен камбус. Так. Так, нам нужна таверна. Ну, я не знаю, как-то здесь, наверное, можно будет реально ее расположить. Так, что еще? Пороховой завод у нас не готов. На блоки каменные загружены, а вот досок не хватает. Так, ну, однако, здесь у нас досок хватает. И вроде лесопилка работает в поте лица. Так, ну и склад есть, но не достроен. Сейчас, надеюсь, его достроят. Так, окей, стройка склада пошла. Стройка костра пошла. Камбус еще не загружен ресурсами. Так, вот готов склад. Сюда мы складируем на древесину. Так, ну что-то на костер не несете вы ресурсы, что странно. Так, ну и здесь не хватает, да? Окей. И вы еще начали мне строить таверну. Ладно. Проблемки здесь возникают у меня с похлебкой. Поэтому костер имеет приоритет, конечно, самый высокий, но я его... Так, да, могу установить. Так, и мне нужен древесный уголь. Так, хорошо, а мне же нужен углежок. Мы не удовлетворяем базовые потребности пиратов, и недовольство растет. Если не поспешить, их терпение лопнет, ситуация выйдет из-под контроля. Надо срочно что-то делать. Так, что-то сделаем и добейтесь роста довольства во всех пиратских лагерях в течение 60 секунд. Удовлетворить любого пиратского лагеря.
И получите бонус ко времени. Так, боюсь, что я могу это просто просрать, потому что 60 секунд. Древесина сюда не приедет. Ребятушки, не приедет древесина сюда точно совершенно, мне кажется. Хотя на складе она есть, но... Так, что ж, ну попробуем. Вроде вот она, древесина. Давайте уже несите, ребят. Так, все, сейчас костер будет построен. Так, а камбус чуть позже, да. Так, хорошо. И аврал на похлебку. Так, довольства не хватает. Нам не хватает домов. Да, нам необходимо 8. Судя по всему. Ну, давайте. Я не знаю, соединяются ли здесь общие ресурсы в плане жилья, но 8 так 8. Делаем их. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Пусть живут и радуются. Так, ну в общем, да, довольство второго лагеря упало до нуля, как обычно. Так, и что же делать? Не готова еще таверна. И изготовитель пороха почему-то здесь не работает. Максимальная вместимость. Древесный уголь. Так, хорошо. Да, я вспомнил. Углежок. Углежок. Где он будет у нас жить? Вот точно не здесь. Может жить как будто бы здесь. Ну вот так. Так, нам катастрофически не хватает бродяг. Как мы можем это сделать, носильщики? Можем ли мы их как-то переквалифицировать? Как будто бы нет. Так, но таверна. Камбус готов. Есть здесь костер. Похлебки у нас много. Пиво готовится. Таверна уже сейчас будет достроена в самое ближайшее время. Давайте посмотрим. Странно, не поднимается довольство, хотя похлебки, посмотрите. Ну просто много, до шиша. Что не так, что не так, вам что с вами не так? Так, вроде должны носить. Костер тут пыхтит, работает. Ну давайте. Вроде носят. Вроде носят, а это значит... Все, довольство пошло в рост. Фу, я уж испугался. Думал, что-то действительно сломалось. Так, таверна готова. Нам нужна выпивка. Выпивка это у нас... Это у нас вот здесь. Самогонный аппарат. Может ли встать? Нет, для него не хватает места. Придется ставить его здесь на утесе. Вот так. Ну, в общем, так все происходит как-то там наверху, на уровнях, на склонах. Дома строятся. С жильем вроде тоже полный порядок.
Так, задание завершено. На рост довольства. Мы быстро совсем разобрались, и пираты успокоились. За это стоит выпить. Так, точно. Так, сейчас тем более у нас будет построен самогонный аппарат и таверна. Так, осталось только принести необходимые 5 досок. Так, есть одна нерабочая пушечная башня, да, с этим мы разберемся. Аврал включен в 5 зданиях. Так, здесь мы что делаем? Каменщик. Наверное, нам каменные блоки можно уже подуспокоить. Так, есть еще аврал в самогонном аппарате. Тоже можно успокоить. Еще что у нас происходит здесь? Ну, здесь пока, я думаю, имеет смысл. Хотя нет, мы вроде набрали. 16 мы готовим. 6 у нас в расходе. Не очень понимаю, какой баланс по итогу, потому что вроде как бы оно стоит на месте, доминирует. Так, и у нас бродяги появились. Каким-то магическим образом, возможно, это связано с постройкой зданий. Так, может быть, поставить еще 2 и посмотреть, как оно сработает. Давайте попробуем. Запомним, что у нас сейчас 0. Опять они куда-то убежали. Но, видимо, на одну из этих построек. Да. Так, нельзя назначить носильщика из-за нехватки бродяг. Опять. Носильщик у нас здесь не работает, да? Это плохо? Да, видимо, значит, дома действительно придется ставить. Ну, как-то так. Так, здесь волокно. И мы будем его чуть позже собирать. Так, здесь больше нет мест. Ну и ладно, я думаю, с таким количеством домов мы пока разберемся. Так, что давайте посмотрим. Пока 0, да, но еще не вот эти, хотя здания, два здания построены. Здесь здания тоже построены, и им надо посмотреть сейчас, как вообще эта механика работает, я пока не понимаю. Бродяги недоступны на роль строителей помощников для этой площадки. Так, ну это носильщики, они же тоже бродяги. Так, ну вот еще 2 здания сейчас строятся. Давайте посмотрим, что в итоге изменится по балансу. Сейчас у нас есть бродяги. Назначенные пираты 70. Пиратов обеспечено рабочими местами. 2 строителя-помощника, 4 строителя, подручные, носильщики, экипаж. Угу. Так, еще 2 здания на подходе. Готово. И еще 2. Так, я подозреваю, что сейчас, когда наша стройка полностью завершится, через какое-то время, да, вот 2 человека освободилось. Окей, бродяги — это те, кто не заняты работой. Так, и мы их можем занять сюда. Соединить ресурс. Соединили. Так.
Так, и пороховой завод должен производить необходимое количество пороха, пока не работает. В пункте снабжения не хватает ресурсов. Так, тебе что надо? Камень тебе нужен. Углежогу нужен камень. Хорошо, об этом я не подумал как-то. Так, и где мне теперь камень тебе достать? На ближайшее в зоне досягаемости место. Так, это что? Камень. Вот камень. Можем ли мы его достать? Не можем мы его достать. Черт. Как я обожаю эти моменты, когда ресурс есть, а достать я его не могу. И что мне с этим делать? Здесь известь. Да. Ну и как мне быть? Смотрите, давайте, вот просто. Нет, все, он вне зоны досягаемости. Поэтому никак мы его не можем сюда доставить. И что мне делать? Камень. Берем отсюда, получается, да? Сейчас они постащат из этого лагеря сюда. Вот такая логистика просто будет дикая, бешеная. Ну, как уж есть. Так, а можем мы как-то процесс ускорить за счет переходов? Не знаю, что-то я опять здесь наворотил. Ногу сломишь, но вроде как должно быть побыстрее. Так, и почему у нас падает здесь довольство? Потому что не хватает еды, хотя 2 костра работает. 2, ребят. Не могут обеспечить. И 1 в Аврале. Не могут обеспечить они необходимое количество. И, кстати, как будто ничего не носят отсюда. Почему? Непонятно. Так, ну-ка, давай-ка покажи-ка мне, что у тебя происходит с переходами. Слишком близко. Почему слишком близко? Да вроде я сделал все, что нужно, и все равно выглядит странно. Нет расхода. В пункте снабжения не хватает ресурсов. Так, классно, пункт снабжения. Вот из 2 сразу забирай. Надеюсь, сработает. Так, а почему не хватает? То есть здесь он в Аврале зашивается, а это просто накопил. А, ну все, пошел расход. И расходующие постройки 1. Ладно, ну, вроде должно тогда сработать. Так, все, довольство 100%. Так, и давайте здесь разбираться. Что по камню? Вроде носят. Да, вот тащит. Издалека, конечно, но, блин, кто ж знал. Так, ну и давайте посмотрим, что здесь у нас происходит. Да, все, уголь готовится. Значит, пойдет порох. Здесь тоже 100% довольство. И в целом, с точки зрения управления лагерями, все достаточно хорошо. Так, первая партия угля залетает сюда. И поздравляю вас, друзья, мы начинаем производить пороха. Это значит, корабль будет с припасами, башни наши классные будут с припасами. И нам уже как будто бы никто не страшен. Так, в пункте снабжения не хватает пороха. Так, но порох мы будем тащить не отсюда, а будем его тащить. Почему она хочет его отсюда брать? Вот вопрос.
Так, ну-ка, давай-ка. Ну у тебя есть переход сюда? Все нормально здесь. Лестница присутствует, я уж думал, не может донести. Так, ну окей, оврал. Здесь включить не получится, не хватает бродяг для удвоения рабочей силы. Что ж у нас с ними такая прям напряженка? Надо будет этот вопрос поизучать. Порох 10 единиц мы сделали. Как будто бы нужен еще один завод, но, к сожалению, я просто сейчас зашиваюсь с рабочими, доступными для этой задачи. И нужно будет назначить носильщика в малую пушечную базу, чтобы перенести порох. Так, еще 6 единиц. Так, порох готов, и нам нужно назначить носильщика в малую башню. Где это? Так, подожди, я не понимаю. Пороха нет. В пункте снабжения не хватает. Пункт снабжения, почему? Почему он здесь? Вот вопрос у меня большой, а почему не на складе? Так, давайте посмотрим, кстати, склад. Давайте склад назначим. Почему нельзя назначить носильщика из-за нехватки бродяг? В общем, народ, у нас большая проблема сейчас возникла с необходимыми людьми. Новых у нас пока не предвидится. И с этим что-то нужно будет делать. Но делать мы это будем уже с вами в следующей серии. Я думаю, что для первой серии прохождения мы уже действительно серьезно продвинулись. По крайней мере, гуану, необходимый ингредиент для изготовления пороха оружейного, у нас уже собирается, и с этим нет никаких проблем. Что ж, в любом случае в следующей серии будем решать демографическую проблему и держать тонкий баланс довольства двух лагерей. Пока все идет неплохо, по 100% у обоих, но ничто не вечно под луной, под этой пиратской луной. Что ж, если нравится это прохождение, ставьте лайк. Не забудьте поделиться с друзьями, возможно, им тоже будет интересно на это посмотреть. Если не подписаны на канал, обязательно подпишитесь. Не забудьте включить уведомления, чтобы не пропускать новые видео. И увидимся с вами в будущем. Пока.